Всем привет, меня зовут Михаил, я разработчик с многолетним опытом, сейчас живу во Франции, и в этом видео мы продолжим обсуждать влияние ИИ на бэкэнд разработку. Прогуляемся сегодня по одному из парков Лиона, называется Жерланд. Это южная часть Лиона, парк Жерланд, который располагается вдоль реки Роны, одной из самых больших рек во Франции. Это что-то вроде Волги в России по масштабу, наверное. Собственно, где, как ИИ вездесущий, в чем он может навредить, либо какие риски использования, когда активно используешь его на бэкэнде, ну не только на бэкэнде, и на фронтенде, я думаю, тоже. Первая причина, я сказал бы, что ИИ выдает очень правдоподобный код. То есть код, который сразу компилируется, ну то есть последние модели уже научились хорошо запускать билды, там исправлять свои же опечатки, ошибки. В итоге на выходе, когда ИИ решает поставленную задачу, мы на выходе имеем обычно очень много нового кода сгенерированного. Обычно это даже следует, этот код отвечает каким-то общепринятым паттернам, best practices, и как бы сходу быстро ничего обычно там не видишь, что не так. Но потом, когда это все деплоится на тестовое окружение, естественно, могут всплыть неочевидные баги, различные ошибки. Я думаю, все с этим уже сталкивались, кто активно применяет ИИ. Проблема в том, что ИИ не знает всего контекста. Ну, то есть он видит, естественно, код, видит все файлы там в директории, но в целом он не понимает исторически, почему сервис устроен так или иначе. То есть он не помнит, естественно, и не может знать, какие решения принимались разработчиками до этого. Он не знает, естественно, какие инциденты случались ранее. Тут, конечно же, скажут, что для этого нужно все описывать детально в инструкциях к ИИ. Это файлы для Cloud, там файлы rules.md, например, и так далее. Но
во-первых, это все время, то есть дополнительно описывать это и поддерживать в актуальном состоянии. Во-вторых, ну, все досконально там нецелесообразно и ну, сложно описать. Другой момент, что когда очень много инструкций, они начинают противоречить друг другу, и сам ИИ начинает уже в них путаться. В общем, риск в том, что не учитывая всего этого и создавая правдоподобный код, ИИ нам делает медвежью услугу. Мы не видим ошибки на там этапе редактирования кода. То есть мы их обычно начинаем ловить уже постфактум, в лучшем случае на тестовом окружении, а в худшем, естественно, на продакшене. Здесь мы двигаемся, кстати, уже вглубь парка. Слева там Рона. Здесь отличные дорожки, тут отлично бегать. Сам тут периодически бегаю. Собственно, дальше. На продакшене, то есть если мы запиливаем какую-то новую фичу на бэкэнде, новый endpoint там или что-то еще, то есть сейчас удобно уже попросить ИИ это сделать, естественно. И саму механическую работу по генерации там endpoint'ов новых, там обработки request-response он, естественно, делает. Проблемы начинаются тогда, когда система высоко нагружена, например. Там нетривиальная логика. Там используются какие-то сложные транзакции. Там могут чуть что возникает race кондишены, состояние гонки и так далее. То есть, если вот это все, если не потратить время и не выписать это все в промпте, либо, опять же, в инструкциях, то обычно ИИ не реализует это в должном качестве. Там логирование еще, там всякие метрики, observability и так далее. И, соответственно, обычно по собственному опыту такие все задачи приходится еще там часы тратить, чтобы это все нормально причесать и все допилить. Другой риск — это security и данные, естественно. Потому что часто система обрабатывает какие-то чувствительные данные, так называемые PII, персональные данные. Тоже, если не предупредить и об этом там, и не показать ему
примеры, как это делается, тоже обычно это все заканчивается проблемами. Опять же, если раньше у нас был, до прихода всех агентов у нас был просто расширенный автокомплит, с ним эти все риски были ограничены. Он тебе что-то писал, ты потом дальше это все дописывал, расписывал, компилировал, все доделывал. То есть таких рисков не было, так как тебе самому приходилось вручную обо всем этом подумать, там не забыть сделать и так далее. Я назвал бы дальше, наверное, самую главную проблему ИИ в данное время это нехватка времени, чтобы отревьюить все то, что он нагенерил. То есть зависит от промпта, но на практически любую задачу он может нагенерить там кучу классов, файлов и так далее. Факт в том, что нельзя допускать, чтобы не отревьюенный код попадал в продакшн. Это база, как говорится. И, соответственно, если ты хочешь гарантировать SLA своей системы, то есть за которую ты отчитываешься и за что тебя могут просто уволить и так далее, то тебе нужно физически найти время и силы, чтобы отревьюить весь так называемый AI slope, как это называется сейчас. То есть, если раньше каждый разработчик приносил свой небольшой или даже большой PR, где он сидел часами, все перепроверял, то есть где он, естественно, знает, почему он написал ту или иную строчку, зачем она была добавлена и так далее. Сейчас это практически потерялось. То есть все стараются использовать и по максимуму, и, соответственно, любой pull request по большей части состоит из сгенерированного ИИ-кода. И его, естественно, сложнее ревьюить. Опять же, он выглядит очень гладко и беспроблемно, и поэтому найти несоответствие архитектурным паттернам, неправильной абстракции или дублирование даже, это становится сложнее. Здесь у нас, кстати, такой мини-порт, куда причаливают иногда теплоходы, либо грузовые суда. Это мы уже в глубине парка.
Сейчас мы выйдем на центральную часть парка. Погода отличная. Градусов 25. Кстати, жары еще нет, но она, естественно, будет. В Лионе тут месяца 2 в году летом аномальная жара в последнее время, там больше 30 градусов. Ну и, в общем, финально, какой можно сделать вывод? Ну, насчет всей этой темы. Естественно, и не надо демонизировать, ну, что он в состоянии полноценно заменить там разраба на всех проектах. Ключевое здесь это разумно использовать ИИ в своей рутине, в своих задачах. Например, ИИ может набросать черновик, там скелет реализации, набросать тесты, подсказать варианты. Все остальное, ну, там многое остальное, это пока лучше оставить человеку. Ну, глобально, если делать какие-то аналогии, и хорош как ассистент, то есть так же, как мы взаимодействуем с junior там или медлами, там, разработчиками, как senior взаимодействует. Но как полноценный автопилот пока, ну, я бы сказал бы, очень далеко еще. И чем сложнее система, тем, соответственно, больше, тем важнее обеспечивать там ручного контроля. Ну, в общем, о рисках и проблемах использования и на бэкэнде пока все. Естественно, там еще куча других неявных нюансов. Возможно, поговорим об этом в следующих сериях. Будет интересно, естественно, если напишите в комментах, с чем сами сталкивались на практике, что больше всего раздражало или какие проблемы больше всего возникали после использования, и будет интересно обсудить. Либо, если какие-то вопросы и опять же вездесущий и на них не смог ответить или как-то не так отвечает, буду рад обсудить. Пишите, и до связи. Всем пока. С вами был Михаил.